Всем доброго времени суток! Сегодня предлагаю вам связать вот такой вот весенний узор спицами с такими красивыми букетами. Такой узор подойдет для вязания любых вещей. Можно связать и ребенку, будет очень красиво и нежно смотреться. Цветочки формируются за счет шишечек. Сегодня я тоже с вами поделюсь секретом, как я вывязываю шишечки. При этом они получаются очень красивыми, они не выворачиваются на изнаночную сторону. И посмотрите, как они четко выглядят. Сейчас покажу изнанку. Изнаночная сторона, кстати, тоже очень интересно смотрится. Применить такой узор можно абсолютно в любых вещах. Будет очень красиво смотреться свитер, выполненный таким узором. Или такой узор можно вставлять в виде отдельных фрагментов. Можно, кстати, просто связать один букетик. Будет также очень красиво смотреться. Потому что сам раппорт узора достаточно крупный, он 24 петли. И он будет самодостаточно выглядеть на любой вещи. Узор вяжется такой очень просто. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Давайте приступим. Приятного вам просмотра. Для вязания узора необходимо набрать 24 петли, плюс еще одна петля и плюс 2 кромочные. Приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную я снимаю. Теперь начнем вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном налево, семь изнаночных, лицевая, 7 изнаночных, две вместе лицевой с наклоном направо, лицевая, накид, лицевая. Раппорт узора закончен. Дальше повторяем вновь. А заканчиваем ряд 1 изнаночной и кромочная петля. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд выполняем по рисунку. Накиды будем провязывать изнаночными петельками. Третий ряд. Кромочную снимаем и сразу же приступаем к вязанию раппорта узора. 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном налево, пять изнаночных, затем 3 лицевые, лицевые не должны получиться скрещенными, обращайте на это внимание, 5 изнаночных, 2 вместе с наклоном в правую сторону. Посмотрите, я вот эту лицевую петельку вот таким образом поверну, чтобы когда я буду провязывать их за передние стенки, у меня петли не получились скрещенными. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. На этом раппорт узора готов. Заканчиваем ряд 1 изнаночной. И остается кромочная петля. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем по рисунку. 5-й ряд, кромочную снимаем. Приступаем к вязанию раппорта узора. 1 изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном налево. Я их вяжу за задние стенки. Накид,
лицевая и еще раз 2 вместе с наклоном налево. Затем 3 изнаночные, 5 лицевых. Лицевая не должна получиться скрещенной. 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном направо. Я опять же петельку лицевую поверну, чтобы она не получилась скрещенной. Лицевая, накид, опять 2 вместе, петельку поворачиваю, вяжу за передние стенки. Лицевая, накид. На этом раппорт узора заканчивается, а в конце ряда у нас остается 1 изнаночная и кромочная. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд выполняем по рисунку. 7 ряд, кромочную снимаю, приступаю к вязанию раппорта узора, выполняю 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном налево, вяжу за задние стенки, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном налево, за задние стенки их вяжем, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, провязываем, чтобы петля не стала перекрещенной, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном направо, петельку лицевую поверну, чтобы она также не стала перекрещенной, вяжем их за передние стенки, лицевая, накид, вновь 2 вместе с наклоном направо, лицевая, накид, 1 изнаночная. На этом раппорт узора готов. И завершаем мы ряд также 1 изнаночной и кромочная петля. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем по рисунку. 9 ряд, кромочную я снимаю и начинаем раппорт узора с формирования шишечки. Шишечку я буду вязать крючком. У меня спицы 5 мм для этой пряжи используются, и крючок я беру также 5 мм. Если вам удобнее вязать шишечки спицами, вяжите спицами. Посмотрите, я ввожу крючок в петельку, переснимаю ее на крючок, и петелька на крючке как бы скрещенная должна получиться. Вяжу 3 воздушных, 1, 2 и 3. Накид на крючок. И теперь в 3-ю от крючка петлю, вот в эту скрещенную петельку, которую я сняла со спицы, я буду вязать 3 столбика с 1 накидом. Вытянула рабочую нить, провязываю только 2 петли. Опять накид, в ту же самую петельку ввожу крючок, провязываю только накид. И 3-й столбик с накидом формирую. Вот на крючке у меня 4 петли. Я провязываю только 3 и затем 2 оставшиеся. Полученную петельку надеваю на спицу и саму вот эту шишечку, посмотрите, вот таким образом проворачиваю, проталкиваю ее между петлями. Все, шишечка готова. Дальше вяжем 2 изнаночные. Опять же, смотрите, чтобы петли не получились скрещенными. Накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево, то есть вяжем за задние стенки, 4 изнаночных,
2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночные, петли не скрещенные, 2 вместе с наклоном вправо, вяжем за передние стенки такой наклон, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные. На этом раппорт узора готов. Дальше мы повторяем, а заканчиваем ряд также шишечкой. То есть я беру крючком петлю со спицы, беру ее так, чтобы на крючке она получилась скрещенной, и в точности также выполняю шишечку. Убираю крючок, возвращаю петлю на спицу и точности также делаю проворот шишечки. Благодаря такому развороту шишечка будет более красиво смотреться и никуда не будет проваливаться, будет четко ограненной. И провязываю кромочную петлю. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Петельки, которые у нас получились с шишечками, мы их будем провязывать лицевыми. А остальные все петли по рисунку. 11 ряд. Кромочную мы снимаем. Приступаем к вязанию раппорта. Вяжем 1 изнаночную. Из следующей петли формируем шишечку. Не забываем шишечку провернуть, иначе она будет плоской, не очень красивой. Дальше 2 изнаночные. Накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном налево, 3 изнаночные. И сейчас мы сформируем как бы такую обвязку нашего букета. Посмотрите, я вот 5 петель переснимаю на правую спицу. Рабочую нить помещаю перед работой, а петли вновь возвращаю на левую спицу. И получается вот такой вот, посмотрите, виток вокруг петель. Первый виток, затем вновь 5 петель переснимаем, рабочую нить перед работой, петли возвращаем и формируем второй виток вокруг петель. И в точности также третий виток. И теперь вот эти вот 5 петель провяжем по рисунку. Там у нас идет 2 лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. Три изнаночные, 2 вместе с наклоном направо, лицевая, накид, 2 изнаночные. Из следующей петли будем формировать шишечку. Шишечка готова. На этом раппорт узора также готов. Заканчиваем ряд мы 1 изнаночной петлей и кромочной. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд выполняем по рисунку. Не забываем петли шишечек провязывать лицевыми. 13 ряд. Кромочную снимаем. Приступаем к вязанию раппорта. Он будет начинаться с шишки. Шишечка готова. Дальше вяжем 8 изнаночных. Затем 2 вместе с наклоном
правую сторону. Лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном в левую сторону. Затем 8 изнаночных. На этом раппорт узора готов. А последнюю петлю мы провязываем шишечкой. Я выполнила шишечку, у меня осталась кромочная петля. Разворачиваю, изнаночный ряд вяжу по узору. 15 ряд, кромочную снимаю, начинаем вязать раппорт узора, выполняем 1 лицевую, затем 7 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном налево, 7 изнаночных. На этом раппорт узора готов, а заканчиваем ряд мы 1 лицевой. И у меня кромочная петля. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем по узору. 17 ряд, кромочную снимаем, начинаем вязать раппорт узора, 2 лицевые, чтобы не были скрещенными, обращайте внимание, 5 изнаночных, 2 вместе с наклоном направо, лицевая, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном налево, 5 изнаночных, 1 лицевая, и раппорт узора готов. Заканчиваем мы ряд 1 лицевой и кромочная петля. Разворачиваем, изнаночный ряд выполняем по рисунку. 19 ряд, кромочную снимаем, начинаем вязать раппорт узора, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном направо, лицевая, накид, опять же 2 вместе с наклоном направо, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном налево, накид, лицевая и опять 2 вместе с наклоном налево, 3 изнаночные, 2 лицевые. Раппорт узора готов, а заканчиваем ряд мы 1 лицевой и кромочной. И изнаночный ряд вяжем по рисунку. 21 ряд, кромочную снимаю, начинаю раппорт узора, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе, наклон вправо,
лицевая, накид, 2 вместе, наклон вправо, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе, наклон влево, накид, лицевая, 2 вместе, наклон влево, 2 изнаночные, 2 лицевые. И раппорт узора готов. Заканчиваем ряд 1 изнаночной и кромочная петля. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. 23 ряд. Кромочную снимаем. Начинаем вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 вместе, наклон направо, лицевая, 1 накид, затем 2 изнаночные. И следующие петельки будем формировать шишечку. Шишечка готова. 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном налево, 4 изнаночные, 2 лицевые. И раппорт узора готов. А заканчиваем мы ряд 1 изнаночной и кромочная петля. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Не забываем, что петля шишечки у нас провязывается лицевой. 25 ряд. Кромочную мы снимаем и начинаем наш ряд с того, что 3 петли будем обвивать. То есть мы обычно обвиваем по 5 петель, как вот здесь, но тут у нас букет не полный, только его половина, поэтому начинаем с 3 обвитых петель. Также делаем 3 витка. Я выполнила 3 витка, и теперь петли провязываем по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые. И теперь уже приступаем к раппорту узора. Вяжем 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 1 накид, затем 2 изнаночные, берем крючок, из следующей петли формируем шишечку. Шишечка готова. Дальше вяжем 1 изнаночную и из следующей петли вновь формируем шишечку. Я выполнила шишечку. Дальше вяжу 2 изнаночные, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном в левую сторону, 3 изнаночные. И дальше 5 петель я делаю обвитыми точно так же, как вот здесь. И на этом раппорт узора будет закончен. Будем вновь повторять. А так как у меня здесь всего лишь 1 раппорт, и сейчас я заканчиваю ряд, поэтому обвивать буду только 3 петли. А если у вас дальше продолжаются раппорты, вы обвиваете по 5 петель. Выполнила 3 витка. И петельки провязываю по рисунку. Там у меня 2 лицевые и 1 изнаночная. И кромочная петля. Разворачиваем. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Вот что получилось. По краям у меня по 3 обвитых петли. Так как у меня связан всего 1 раппорт, у меня нет вот такого обвития из 5 петель. Посмотрите, вот как на образце.
Здесь у меня связано 2 раппорта подряд. И вот по краям также по 3 обвитых петель, а между ними будут идти по 5 петель. То есть, как я вам и говорила. Дальше приступаем к вязанию 27 ряда. Кромочную снимаем. Начинаем вязание раппорта. 1 изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе наклон налево, 8 изнаночных, из следующей петли будем формировать шишечку. Шишечка готова. 8 изнаночных, две вместе, наклон вправо, лицевая, накид. На этом раппорт узора готов. А заканчиваем мы ряд 1 изнаночной и кромочной петлей. Разворачиваем вязание и вяжем по узору изнаночный ряд. На этом раппорт узора готов. Дальше мы вяжем, повторяя с 1 ряда. То есть весь узор чередуется вязанием с 1 по 28 ряды. На этом у меня все. Если вам понравился такой узор, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мастер-классы. До скорых встреч. Всем пока-пока.